совершенно случайный человек, новозеландец Джозеф Паркер. Все эти трехбуквенные матерные организации боксерские – это большой задел на будущее. А если разобраться, то не одна засада, а даже две. Сегодня мы поговорим на вечную тему. Это следующий бой Александра Поветкина. Мы уже несколько лет обсуждаем эту тему. Сейчас вы, возможно, знаете больше меня, когда я сейчас к вам обращаюсь. Но на данный момент, как я понимаю, идет такая оживленная торговля между двумя командами. Командой Александра Поветкина и командой румына Кристиана Хаммера. Второго номера по версии WBO. Только не надо думать, что там кто-то тут плохой, кто-то тут хороший, клеймить позором, там жадина, говядина там, и так далее. Детский сад не надо, это бокс, это серьезный бизнес. И каждая сторона просто выбивает для своего бойца наилучшие условия. Если соперника Поветкина вы уже знаете, и его зовут не Кристиан Хаммер, это значит, что это будет простой, такой проходной поединок, очень нужный все равно, потому что боксер, как и все в этой жизни, не должно простаивать даром, оно от этого портится, и боксеры от этого портятся, от того, что долго не выходит в ринг. Но это, так сказать, что называется, сиюминутный бой. А вот если Александр Поветкин будет драться с Кристианом Хаммером, это нечто принципиально иное. Это большой задел на будущее. Изначально, если говорить о последнем раунде, я видел два варианта боев для Александра Поветкина. Это первый с Александром Устиновым, который казался мне лично предпочтительным. И второй с Кристианом Хаммером. Почему мне казалось, что лучше будет встретиться с Александром Устиновым? Тут наш человек, так сказать, легче договориться по ряду причин сложнее. И тут не подведут, не кинут и так далее. Дело в том, что Александр Устинов, он второй номер в рейтинге WBA, и победив его, Александр Поветкин становился бы официальным претендентом на титул WBA, которым на данный момент владеет Энтони Джошуа. Конечно, Джошуа – это тот еще подарок, но это в любом случае самый почетный, самый денежный бой, и Джошуа, скорее всего, не стал бы уклоняться от боя с Поветкиным. То есть в этом варианте были свои серьезные преимущества. Насколько я понимаю, не смогли договориться с промоутером Устинова Владимиром Хрюновым. Но вы знаете, при всем желании, в данном случае, так сказать, копаться до того, что делает Хрюнов, я не могу. Он отстаивает интересы своего бойца. Он там, может быть, пытался получить максимально возможный гонорар, имел на это полное право. В общем, еще раз скажу, что я не вижу, за что тут на него баллон катить. Видимо, не договорились, может быть, там не сошлись. Неважно, не мое собачье дело. Это не случилось, значит, сейчас ведут, как я понимаю, переговоры с Хаммером. Тут с Хаммером свои большие преимущества. Он второй номер по WBO. Победив его, Поветкин становится официальным претендентом на титул WBO, а этим титулом сейчас владеет совершенно случайный человек, новозеландец Джозеф Паркер. И я просто уверен, что Паркер Поветкину категорически по зубам. Но тут тоже все не так просто. Тут есть свои подводные камни и очень серьезные. На бумаге все гладко. Хаммер, второй номер в рейтинге WBO, побеждая его, Поветкин становится официальным претендентом. Паркер ждет, не дождется его чемпион. И все хорошо, все ему гарантировано и так далее. Но на самом деле здесь есть засада, если разобраться, то не одна засада, а даже две. Первая очень простая. Паркер совсем недавно провел защиту, официальную защиту своего титула. И следующую он обязан провести то ли где-то до последних дней сентября следующего года, то ли до первых дней октября, точно не помню дату его боя. В общем, у него почти год на это. Поветкину уже 38 лет, и придется почти год ждать. Это такая почти непозволительная роскошь, я бы сказал, в его положении. Но вторая засада еще хуже. Дело в том, что Паркер может где-нибудь ближе к лету решить, что ему выгоднее
провести бой, объединительный бой с Энтони Джошуа, который является чемпионом по другим версиям. Вот. И все эти трехбуквенные матерные организации боксерские, они все сразу же с радостью с этим согласятся, потому что это в денежном плане будет принципиально иной поединок, соответственно, вырастут им отчисления, и они не то что Поветкина за это продадут, они мать родную продадут. Помешать им, я боюсь, никто не сможет. Вот. Если Паркер решит пойти по этому пути, то ничего не поделаешь. Вот, и тогда Поветкин опять подвиснет. Я ни в коем случае не хочу сказать, что вот я вижу вот эти все засады многочисленные, а команда Александра Поветкина их не видит. Я уверен, что они во всех этих моментах знают. Просто бокс – это рискованный бизнес, есть риски, которых нельзя избежать. Вот они и рискуют. И могу только пожелать им удачи. Ну и, как обычно, мы ждем ваших комментариев. Соглашайтесь, не соглашайтесь, как вам будет угодно. Ставьте лайк, это обязательно. Подписывайтесь на наш канал. Ну и жмите колокольчик, чтобы первыми смотреть наши видео. Всего доброго, пока!